Скорпионы, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на июнь 2025 года. Напоминаю вам смотреть гороскопы правильно по знаку асцендента, по знаку Солнца и по знаку Луны. Если вы не знаете свой асцендент или Луну, пишите в комментариях дату рождения полную, точное время рождения и точное место рождения. Не там, где вы жили, а именно где вы родились. В предыдущих видео под гороскопами на май было более 1000 комментариев с запросом рассчитать асцендент. Я стараюсь ответить каждому, но многие комментарии затерялись, потому что вы пишете, что не получили от меня ответ. Не переживайте, просто продублируйте под этим видео и напишите, что это повторный запрос. Я обязательно для всех бесплатно рассчитаю и знак Солнца, и асцендент, и Луну. Если вы не будете указывать полные данные, я не буду отвечать на комментарии. Некоторые просто пишут свою дату рождения, многие пишут даже без своего года рождения, просто там 21 ноября, к примеру, и все. На такие комментарии отвечать не буду, потому что есть много запросов и людей, которые ждут, чтобы я им рассчитала. Перед тем, как вы отправили комментарий, проверьте, пожалуйста, что вы указали все данные. Если у вас нет точного времени рождения, точный асцендент я рассчитать не смогу, но вы можете в интернете найти астролога-ректификатора, который по важным событиям из жизни, по важным датам может рассчитать ваш точный асцендент. Уделю пару секунд еще времени месту рождения. Не надо указывать просто страну, или некоторые указывают не место рождения, а просто где они росли в детстве. Нет, именно фактически, где находился роддом в момент вашего рождения. Если это какой-то распространенный там поселок или город Иваново или еще какое-то, пишите сразу страну. Это находится в Украине, это находится в Беларуси, в Грузии. Есть очень много стран, где одинаковых названий городов, поселков. В Казахстане тоже, кстати. Если вы из Казахстана, пишите, пожалуйста, новое название вашего города, потому что старые названия я не могу найти в программе. Если вы в комментариях указываете время рождения, просто пишите в 2 часа и не указывайте дня, ночи. Я это считываю как 2 часа ночи. Если вы родились днем, пишите 14:00, 15:00, 16:00. Я рассчитываю для всех, но поймите, если вы неправильно указали что-нибудь, к примеру, время рождения или место рождения, то ваш асцендент меняется, и это уже неправильные данные. В закрепленном комментарии я оставлю свой закрытый инстаграм-канал, оставлю почту, если у вас есть какие-то вопросы, если вам нужна натальная карта, личный гороскоп на год или на месяц, можете мне писать, я вам отправлю всю информацию. Я все это отправляю в PDF-формате, так как временно онлайн-консультации и консультации по звонку я не провожу. Итак, июнь для вас, скорпионы, это месяц, когда внимание смещается на серьезные жизненные темы. Партнерство, доверие, чужие ресурсы, обучение, новые горизонты, взгляды на жизнь, а под конец месяца и на вашу профессию, признание и цели. Июнь может принести важные разговоры в отношениях, решения, которые касаются не только вас, но и другого человека, юридические или финансовые соглашения, переосмысление взглядов, обучение, все, что касается взаимодействия с другими людьми, с теми, кому вы что-то обещали или с кем строите общее. Это все выйдет на первый план. У вас могут начаться разговоры о браке, о разводе, о документах, о переезде куда-то, о совместных инвестициях или распределении обязанностей. Также в этом месяце могут быть острые или важные моменты, связанные с работой, здоровьем, нагрузкой, повседневными обязанностями. Это хороший момент, чтобы переосмыслить свое расписание, свой график, физическое состояние и то, как вы справляетесь с повседневной жизнью. Июнь станет очень внутренне зрелым и насыщенным месяцем. Он даст вам шанс разобраться в отношениях, в целях и в смыслах. И если вы не побоитесь признаться себе в том, что хотите большего, этот месяц откроет для вас новые перспективы. 6 июня Венера, планета красоты, любви, удовольствия, ценностей и денег, переходит в знак Тельца и включает у вас, скорпионы, 7-й дом гороскопа. Это одно из самых сильных положений Венеры, так как она находится в собственном знаке и проявляет свои качества максимально ясно и материально. Для вас это может стать одним из самых мягких, приятных и выгодных периодов в сфере партнерств, как личных, так и деловых. Если вы работаете с клиентами, предлагаете услуги, ведете консультации, продаете через общение или взаимодействие с другими людьми,
Венера может принести реальный рост заказов, увеличение количества обращений к вам, больше откликов, больше клиентов, приятных отзывов, рекомендаций, а значит и больше денег. Люди будут к вам тянуться, хотеть именно у вас какие-то взять консультации или услуги, ценить не только результат, но и ваш стиль, вашу заботу, эстетику и подачу. И даже если вы делаете то же, что и раньше, с приходом Венеры в Тельце выглядеть и воспринимать это будут по-другому, более дорого, качественно и надежно. Это хорошее время для повышения цен, если вы давно это планировали. Запуск новых пакетов, услуг, курсов, особенно если они направлены на женщин или эстетику, дизайн, Инстаграм, упаковки продуктов. Все, что связано с внешней презентацией, будет работать сейчас в плюс. Восстановление или улучшение отношений с клиентами, напоминание о себе, реклама, возвращение старых заказчиков, заключение договоров, оформление партнерств, запуск совместных проектов. Все сейчас будет иметь поддержку от Венеры. Возможно, кому-то из вас предложат партнерство, коллаборацию, совместный проект, который впоследствии принесет вам финансовый рост. Венера у нас еще и планета любви, а в 7-м доме партнерства она может укрепить отношения, внести тепло, сближение, мягкость, желание быть рядом. Может, у кого-то появится новый партнер, особенно если вы сейчас в поиске и к этому открыты. У кого-то восстановление связи, примирение, открытый разговор. Может быть предложение, признание, переход на новый этап в отношениях. Если вы уже находитесь в длительных отношениях, то это может быть период, когда ваш партнер вас порадует, подарит подарки, поможет что-то вам сделать, может возьмет часть обязанностей или забот на себя. В общем, сделает для вас что-то приятное или скажет: «Я оплачу», «Я помогу» или «Я поддержу тебя». В этот же день Меркурий в Близнецах активирует ваш 8-й дом и формирует аспект с Хироном в Овне, который находится в вашем 6-м доме гороскопа. Это важная дополнительная тема, так как она затрагивает сферу работы, здоровья, обязательств, долгов, обязанностей, усталости и денег, которыми вы не управляете напрямую. У кого-то это может быть день, когда приходит нужный платеж, возвращают долг, обсуждается финансовая поддержка со стороны работодателя, партнера, клиента, решается ситуация по медицинским счетам, страховке, отпуску, больничному, обсуждаются условия оплаты за труд, перераспределение обязанностей в команде или в паре. Может быть, это будет разговор на тему, что вы больше не вытягиваете быт, вам нужна помощь, вам нужно все пересмотреть. Можете решиться делегировать свои обязанности, упростить что-то в своей повседневной жизни, отказаться от лишнего или выйти из режима, что вы все тянете в одиночку. Это аспект, который помогает перестать молчать и говорить о реальных нагрузках, о боли, о том, что пора менять систему. И это может дать не конфликт, а поддержку. 6 июня это день, когда через партнерство, через другого человека может прийти и облегчение, и деньги, и рост, и вдохновение. Все зависит от вашей открытости, готовности взаимодействовать, озвучивать свои желания, принимать помощь и при этом сохранять баланс. Если вы готовы быть не только сильными, но и честными, то этот день даст вам отклик. Через отношения, через клиентов, через контакты вы можете получить именно то, чего давно не хватало. И поддержку, и признание, и финансы, и любовь. 8 июня Меркурий, планета мыслей, общения, переписок, обучения, поездок и документов, входит в знак Рака и включает у вас Скорпионы 9-й дом гороскопа, который будет ключевым в июне месяце. Это зона, связанная с обучением, расширением кругозора, новыми знаниями, переездами за границей, официальными бумагами. Многие из вас начнут планировать дальние поездки, выходить на новый уровень знаний, оформлять что-то важное, визу, документы, переводы, резюме, заявления. Это также хорошее время для того, чтобы записаться на курсы, начать обучение, вести диалоги с иностранцами или сотрудничество с людьми из других стран, работать с темой миграции или продумывать профессиональное развитие. Меркурий в Раке говорит мягко, но глубоко. Ваше мышление становится интуитивным, чувствительным, направленным на то, чтобы не просто получить информацию, а понять, что за этим стоит. Это может быть фраза, когда вы задумаетесь, что для вас важно, во что вы верите и куда вы хотите прийти. Можете начать изучать астрологию, психологию, философию, религию или погрузиться в тему иммиграции, языка, экзаменов, оформления ПМЖ или гражданства.
Прекрасное время, чтобы начать делать шаги не ради галочки, а с ощущением, что это часть большой дороги. Одновременно Меркурий соединяется в этот день с Юпитером, который все еще находится в вашем 8-м доме. Это может дать очень важный, глубокий и даже судьбоносный разговор о финансах, вложениях, больших деньгах, помощи, долгах, поддержке, о переезде или юридических документах. Кто-то из вас будет обсуждать кредит, долгосрочную финансовую цель, получение крупной суммы, инвестирование, совместный бюджет. Может быть, будете подписывать важные документы, консультироваться по юридическим или налоговым вопросам, отправлять документы на визу, грант, в университет, на иммиграцию или ипотеку. Также может быть разговор, который все расставит по местам. Кто на вашей стороне, кто готов помочь, какие у вас есть ресурсы, и не только материальные, но и эмоциональные. Меркурий с Юпитером помогают выйти за границы старого взгляда. Если вы позволите себе подумать шире, поверить в большее, настроиться на то, что все складывается в долгосрочную систему, то этот день может стать началом большой внутренней переориентации. Вы можете понять, в чем теперь ваш путь и кто в нем с вами. 9 июня происходит одно из главных астрологических событий года. Юпитер переходит в знак Рака и активирует у вас Скорпионы 9-й дом гороскопа. Это начало целого года, в котором расширяться будет ваша сфера образования, путешествий, миграции, преподавания, мировоззрения и духовного пути. Уже в ближайшие дни могут появиться первые намеки, предложения учиться, уехать, преподавать, заявить о себе в другой стране, другой культуре или через знания. У кого-то из вас это будет решение готовиться к эмиграции, получить второе образование, второе гражданство, вести обучающий проект или выйти на международную арену. Юпитер в Раке усиливает тягу к душевному, глубокому и родному. Юпитер в Раке находится у себя дома, поэтому он сейчас очень силен. Захочется не просто знать, а чувствовать, не просто куда-то ехать, а именно обустроиться там. И это может быть год, когда вы действительно начнете формировать для себя опору идеологическую, ментальную и территориальную. Кто-то из вас может задуматься о переезде ближе к природе или родителям, кто-то углубится в психологию, религию и духовные практики. Так как Юпитер в Раке, переезд может быть в страну, которая находится на берегу моря, океана, там, где есть вода. Более подробно о том, как Юпитер в Раке повлияет на наш мир в целом и на каждый знак по отдельности, я записала видео, оно уже есть на канале, и ссылку я оставлю в описании под этим видео. Переходите, смотрите, читайте комментарии, там многие писали, как у них проигрался прошлый транзит с 2013 по 2014 год. Пишите, как у вас также он проигрался и что вам принес Юпитер в Раке. В этот же день, 9 июня, Меркурий формирует два напряженных аспекта – квадрат к Сатурну и Нептуну в Овне. Это активирует ваш 9 и 6 дом гороскопа, а значит, могут быть вопросы по поводу работы, загрузки, здоровья, графика, документов или трудоустройства. Может быть ощущение, что вы хотите большего, но не знаете, как совместить это с текущими обязанностями. Можете чувствовать себя физически вымотанными, ментально уставшими, перегруженными. Может появляться тревога, связанная с поездками, визами, обучением, адаптацией или подачей документов. Это день, когда не стоит резко принимать решения. Лучше наблюдать, делать заметки, искать опору в реальных действиях, а не в фантазиях или страхах. В этот же день Венера образует квадрат с Плутоном, это включает ваш 7 и 4 дом. Возможно, конфликты в семье или в паре, может всплыть тема власти, контроля, давления, попытки управлять через эмоции, через дом, через комфорт, как у ваших партнеров, так и у вас. У кого-то может быть конфликт между личным и семейным. Партнер не поддерживает ваш выбор, кто-то из родственников вмешивается в вашу личную жизнь, или наоборот, вы сами резко реагируете на чужое мнение. Это напряжение может быть тихим, но очень сильным внутри. Важно не впадать в борьбу, а пробовать осознать, что вы защищаете, от чего вы защищаетесь и есть ли в этом реальная угроза. Также могут всплыть внутренние конфликты между «я хочу вырасти» и «я боюсь потерять почву». Это все может выйти на поверхность, и вам захочется расширения, но что-то будет вас сдерживать. И в этом весь смысл дня. Не бежать, а разбираться в этом. Смотреть, где иллюзия, а где конкретная точка опоры. Не торопите события, делайте ставку на системность и глубину, а не на мгновенный результат. Этот день покажет вам, где вы по-прежнему зависите от чужих ожиданий, от чужого мнения и что вам мешает идти туда, куда зовет душа.
11 июня происходит полнолуние в знаке Стрельца. Оно включает у вас, Скорпионы, второй дом гороскопа. Дом денег, личных доходов, ресурсов, финансовых решений, покупок, а также самооценки и чувства внутренней устойчивости. Это момент, когда вы можете четко увидеть, на чем вы стоите, что дает вам реальную опору и где ваши усилия приносят или не приносят результат. На событийном уровне это может быть выплата, получение зарплаты, гонорара, расчет заранее выполненную работу, бонус, перевод, компенсация, возврат долга или наоборот большой платеж, покупка или финансовое завершение какого-то вопроса. Вы можете закрыть счет, подписать договор, продать или купить вещь, вложиться в обучение, технику, развитие. Все, что связано с реальными деньгами, может выйти на первый план. Многие из вас пересмотрят бюджет, начнут откладывать, откажутся от ненужных трат. Вы сформулируете финансовую цель в это полнолуние. Или наоборот, можете позволить себе то, на что раньше не решались. Потратить, купить, вложить в себя. И это будет не эмоциональное решение, а осознанное, что вы действительно этого достойны и можете себе это позволить. Полнолуние также может затронуть тему вашей ценности. Вы можете ясно осознать, сколько стоит ваш труд, где вас недооценивают, где пора заявить о своих условиях. Возможно, вы больше не готовы работать за символическую плату, соглашаться на обесценивание или терпеть отсутствие отдачи. Может быть, наоборот, вы получите признание, похвалу, подтверждение, что вы выбрали верное направление, и теперь ваш труд начинает приносить вам стабильный доход. Также можете принять решение зарабатывать больше, выйти на новый уровень, перевести хобби в источник дохода, вложиться в развитие, сменить тариф, клиентуру, работу, подход к деньгам. А может быть, вы просто выбросите старые счета, отмените подписки, которые только тянут деньги, и облегчите свою систему. Так как второй дом — это еще и самооценка, вы можете почувствовать, что выросли, стали более уверенными в себе и тверже стоите на ногах. Или наоборот, увидите, где еще не доверяете себе и решите это поменять. Важно ориентироваться не только на цифры, но и на то, что для вас реально ценно, что приносит ощущение надежности, а что только иллюзию. 17 июня Марс входит в знак Девы и включает у вас 11 дом гороскопа. Это значит, что в ближайшие недели ваша энергия будет направлена на коммуникацию, движение вперед, укрепление социальных связей и реализацию амбициозных задач. Это отличное время, чтобы возвращаться к работе в команде, развивать проекты с другими людьми, расширять круг общения, усиливать свое присутствие в интернете или в профессиональной среде. Марс здесь может принести активность в коллективной работе. Возможно, появится новый проект с друзьями или единомышленниками. Вы начнете вести соцсети более активно, планировать запуски, сотрудничество, рекламные кампании или примите участие в мероприятии, где вас могут заметить. Если вы хотите продвигать идею, бизнес или личный бренд, то это подходящий момент. 11 дом — это еще дом целей, и вы можете начать рассматривать, какие цели для вас актуальны еще, а какие уже устарели. Можете пересмотреть планы на будущее, поставить более реалистичные ориентиры, начать действовать по шагам. 11 дом — это не просто мечты, это стратегии, а Марс в Деве даст вам силы, чтобы разложить мечту на задачи и начать их выполнять. Также это период, когда в сфере дружбы и окружения может стать больше движения, обсуждений, переписок, встреч и планов. У кого-то появятся новые знакомства по делу, через работу или через тему роста. Кто-то из вас может разочароваться в ком-то из окружений и отдалиться. Это время, когда вы будете четче чувствовать, с кем вам по пути, а где уже давно пора разорвать связи. Некоторые из вас в комментариях пишут, что я очень быстро разговариваю. Я пытаюсь вложить как можно больше полезной информации и не растягивать это на час или два. Для вас, если моя речь слишком медленная или слишком быстрая, прямо в настройках видео в правом верхнем углу, там где значок шестеренки, вы можете нажать и регулировать мою речь, замедлять или ускорять. 21 июня Солнце входит в знак Рака и включает у вас, Скорпионы, тот же 9 дом гороскопа, который активен в июне. Сектор, связанный с обучением, путешествиями, эмиграцией, философией, преподаванием, документами, международными делами, а также с верой в себя и пониманием того, куда вы движетесь. Это важный момент месяца и всего лета. Солнце в 9 доме буквально направляет прожектор на тему вашего развития, выхода за привычные рамки и движения к новым горизонтам.
Вы можете почувствовать, что пришло время делать следующий шаг. Оформлять документы на переезд, готовиться к визе, к сдаче экзаменов, писать заявление на учебу или преподавание, подаваться на гранты, запускать курс, вести свой блог, расширять сферу знаний. У многих из вас придет ощущение, что вы больше не хотите узко мыслить и начнете искать смысл, масштаб, понимание, где вы и куда вы идете. В этот же день Меркурий в Раке формирует гармоничный аспект с северным узлом в Рыбах, который находится в вашем 5-м доме гороскопа. Это тонкий, но очень вдохновляющий аспект. Он может дать важное творческое озарение, идею, поток, связанную с любимым делом, с тем, что вы хотите создать и отдать в мир. Может быть, вы начнете писать, оформлять авторский курс, запускать блог, делиться своим опытом, преподавать. А может, наоборот, решите учиться у кого-то, кто вас вдохновляет. Также это аспект, который помогает соединить то, что вы любите, с тем, куда вы идете. Вы можете отправиться в поездку не просто физически, а с внутренним смыслом. Оформите важные документы. Наконец-то увидите, как хобби может превратиться в путь. Возможно, вы почувствуете, что готовы заявить о себе не громко, но честно. Можете найти в себе голос, с которого начнется новая глава. Это прекрасное время для тех, кто хочет учиться, делиться знаниями, преподавать, выходить в публичность или оформлять любую официальную бумагу, связанную с поездками, документами, визами, переездами. Все, что сейчас запускается, может дать вам направление на ближайшие месяцы. И если вы чувствуете, что хотите большего, не игнорируйте этот импульс. Солнце в 9-м доме говорит, что вы созрели, чтобы идти дальше. Солнце в 9-м доме может для вас высветить что-то важное, связанное с эмиграцией, с документами, с поездками, с путешествиями. 23 и 24 июня Солнце соединяется с Юпитером в знаке Рака, а значит, у вас, скорпионы, включается 9-й дом гороскопа еще сильнее. Это один из самых вдохновляющих и важных аспектов месяца и может дать вам масштабные идеи, предложения, поддержку, озарения, новости или события, которые касаются темы переездов, учебы, преподавания, миграции, юридических дел, религии, мировоззрения, философии или публикаций. Может состояться важный разговор, открытие новых возможностей. Это могут быть шаги в сторону переезда, подачи документов, приглашения на обучение, запуск личного проекта, публикации. Возможно, вы решите, что пора заявить о себе миру, выйти в пространство, показать свои знания и свой опыт. Все, что сейчас приходит, может расширить границы вашего восприятия и задать важное направление на будущее. Это очень гармоничный и прекрасный аспект. Но одновременно с этим соединением есть и напряженные аспекты. Солнце в квадрате с Сатурном и Нептуном, которые находятся в вашем 6-м доме. Это создает внутреннее напряжение между «хочу вдохновляющее что-то» и «надо справляться с рутиной, усталостью, долгами, обязанностями, здоровьем и страхами». Вы можете чувствовать, что хотите двигаться вперед, но тело или обстоятельства не выдерживают, тормозят и требуют разгребать то, что накопилось. Вы можете столкнуться с выгоранием, сомнением, недоверием к себе, страхами, особенно если вы сильно загружены или давно игнорировали физическое и эмоциональное истощение. Это может ощущаться, что вы как будто на старте, но стоите с рюкзаком за плечами, набитым недосыпом, тревогами и неразрешенными вопросами по работе или здоровью. Самый главный смысл этих дней — не гнать себя на максимум, а настроиться на баланс. Вы не обязаны все решить за 2 дня, но вы можете увидеть, куда двигаться дальше и с чем нужно разобраться по пути. Юпитер дает перспективу, а Сатурн и Нептун — реальность, где вы перегрузились, где не структурировали процесс и где упускаете силу в деталях. Если у вас получится соединить вдохновение с дисциплиной, вы заложите фундамент для чего-то по-настоящему большего. Главное не ломать себя, а перестроить систему, в которой вы живете и работаете. Тогда путь действительно откроется вам, и вы сможете идти по нему с опорой, а не на износе. 25 июня происходит новолуние в знаке Рака, которое включает у вас, скорпионы, 9-й дом гороскопа. 9-й дом — это про большое, глобальное, дальнее и высокое. Это не про повседневную рутину, а про то, что дает смысл и ведет за горизонт. А новолуние — это что-то новое, что может принести вам в эту сферу. Это может быть новая цель, новое направление, новая идея. У кого-то это будут новости, связанные с документами. Кто-то будет собирать информацию для визы или ПМЖ. Кто-то пойдет учиться, поедет в другое место, оформит что-то официальное, запустит проект,
выйдет на международный рынок или оформите блог, курс и начнете делиться знаниями. У каждого по-разному он может проиграться, и каждому может принести что-то новое в этой сфере. Для кого-то из вас это новая страна, для кого-то новая идея, для кого-то переход на новый уровень преподавания, публикации и заявления себя в мир. Это также может быть начало духовного или философского поворота. Вы можете по-другому взглянуть на жизнь, перестать верить в старые концепции, найти путь, который ближе вам к сердцу. Возможно, захотите уехать не просто из точки А в точку Б, а к другому качеству жизни, к другому взгляду на мир. 9-й дом — это не просто география, это состояние души, когда вам тесно в старом и хочется свободно дышать. Новолуние может дать начало документального процесса, подачу на гражданство, визу, студенческую программу, на обучение, грант, что-то новое. У кого-то это новый договор, связанный с переездом, с образованием. Это отличный момент, чтобы начать проект, рассчитанный на большую аудиторию, на дальние земли, на дальние цели или работу с другими странами или людьми из других стран и компаниями. Новолуние всегда дает новый импульс, а все остальное будет наращиваться по мере вашей готовности и уверенности. 26 июня Меркурий, планета общения, мышления, идей, документов, сделок, передвижений, транспорта, гаджетов, переходит в знак Льва и включает у вас, Скорпионы, 10-й дом гороскопа. Это значит, что ваше внимание переключается на вопросы статуса, карьеры, профессии, целей и взаимодействия с важными людьми. Вы можете начать думать более стратегически, ставить амбициозные задачи, выходить в пространство, где ваш голос слышен и где важно, как вы себя презентуете. Возможно, вы будете активно заниматься резюме, переговорами, собеседованиями, оформлением документов, запуском проектов, публичными заявлениями. Могут быть разговоры с начальством, клиентами, партнерами, предложения по сотрудничеству, бизнесу, оформлению чего-то важного. Кто-то из вас может начать разрабатывать план карьерного роста, перехода в новую сферу или выход на новый уровень признания. Также в этот день формируется аспект Меркурия с Ураном, который находится у вас в 7-м доме, в зоне партнерств, клиентов и взаимодействия с другими людьми. Это может принести внезапные новости, предложения, переписки, звонки, деловые разговоры, неожиданные повороты. Возможно, кто-то предложит вам совместный проект, выступление, оформление, сделку, или вы сами выйдете на диалог, контакт, который раньше откладывали. Неожиданный контакт с человеком может быть, с которым вы давно не общались, или наоборот, кто-то новый с нестандартным предложением. Может потенциальный клиент, инвестор, представитель компании, с которой вы хотите работать. Или это может быть важный разговор в паре, особенно если вы обсуждаете совместную работу, статус, переезд, бизнес, оформление документов или новую карьерную траекторию. Также Меркурий в 10-м доме делает вашу речь более заметной. То, что вы сейчас говорите, как вы себя подаете, как презентуете свои мысли, может напрямую повлиять на ваш имидж, репутацию и достижения. Это очень хорошее время для публичных выступлений, маркетинга, самопрезентации, публикаций, запусков, особенно если вы хотите, чтобы вас воспринимали как профессионала или лидера в своей теме. Все, что вы сейчас начнете в сфере карьеры или деловых коммуникаций, может со временем вырасти в нечто большее. Самое главное, не бойтесь заявить о себе и говорить уверенно. Ваш голос сейчас может многое изменить. Июнь 2025 года для вас, Скорпионы, может стать поворотным. Это месяц, когда открываются возможности для роста, для выхода на новый уровень и в жизни, и в мышлении, и в карьере, и в отношении к себе. Он словно показывает вам, что вы готовы к большему, но только если вы сами себе это позволите. Вы можете почувствовать внутренний толчок, изменить подход к работе, уйти из устаревших сценариев, наконец-то решиться на переезд, на обучение, на запуск проекта, на оформление чего-то важного. Этот месяц формирует новое видение, что для вас по-настоящему имеет смысл и что стоит вашего времени и энергии. Не бойтесь выходить за рамки. В этом месяце у вас есть и поддержка, и внутренний ресурс, чтобы сделать шаг в новое. Финансово июнь может принести результат, но только в том, что основано на ваших реальных ценностях. Не соглашайтесь на меньшее, цените свой труд, свое время, свои знания. Отношение к деньгам и самооценке тоже будет меняться у вас. Вы начнете по-другому ощущать свой вес, внутреннюю стабильность, и это важно закрепить. Будьте внимательны к выбору людей и направлений. Вокруг будет много движения, но не все стоит вашего участия.
Лучше меньше, но с душой. Не распыляйтесь, вложитесь туда, что действительно вам откликается. Вы можете многое, если верите в себя и действуете не из страха, а из зрелости и внутренней уверенности. И помните, что планеты, аспекты — это все дает нам возможности в той или иной сфере жизни каждый месяц или как Юпитер на ближайший год в сфере 9-го дома гороскопа. Но воспользуетесь ли вы этими возможностями, зависит уже от вас. Спасибо большое за ваши комментарии, за ваши подписки, лайки. Спасибо за приятные, добрые слова поддержки. Я все читаю, стараюсь каждому отвечать, если я вижу ваш комментарий. Мне очень приятно. Желаю вам удачного и счастливого месяца июня, дорогие скорпиончики.